Тынц. Всем привет, меня зовут Привет. Игорь, я работаю в Aviasales и сегодня буду ведущим нашей прекрасной сессии. И в гостях у нас сегодня Александр. Александр– автор книг, стартапер, блогер и вообще крутейший чувак, который будет Да. рассказывать нам про ТДД и даже немножко покажет ТДД. Напомню, что чтобы написать в чат, вам нужно выбрать панелиста на Data Indies, чтобы все видели, а вопросики вам нужно задавать через Q&A внутри Zoom, и тогда мы в конце сможем на них поотвечать. Нам помогает Маша. Она сейчас, кажется, немножко отошла, но тем не менее, знаете, Маша тоже с нами, и если что, можете ее что-нибудь спросить. Александр. Всем привет. Сейчас я пошарю экран. И переключиться. И скажите, пожалуйста, видно ли Видно. экран? Круто. Всем привет. Меня зовут Саша Испоясов, и я разработчик в Tribe2.ru. Сегодня я расскажу вам про ТДД, то есть это Test-Driven Development, разработка через тестирование. Чем он полезен, расскажу тоже, как его использовать и как внедрить на проект, если там его еще пока нет. Меня вы могли знать по блогу, который я веду, и еще как разработчика тяжеловато. Приложение, которое помогает меньше тратить на фигню. Тяжеловато – это не только минималистичное приложение для учета расходов, но еще и отличный пример того, почему тесты нужны. Не только тесты, но еще и разработка через тестирование тоже. Изначально этот проект был написан вообще без тестов. В какой-то момент мы поняли, что это плохая идея. Мы делаем проект в свободное время, и у нас там никаких профитов с него нет, и поэтому возвращаемся к нему редко. Вот. И без тестов стало понятно, что очень трудно вспоминать, что и как должно работать. Вот. Через какое-то время я переписал его с помощью ТДД. Работать стало гораздо проще, появилось ощущение прикрытой спины, потому что тесты появились. И сейчас я из ТДД, в принципе, экономлю кучу времени при разработке. И вам хочу рассказать о разнице в ощущениях между проектом, где тестов нет вообще, где они есть, но пишутся в конце, и где тесты интегрированы в разработку, ну и поделиться опытом, как добавить ТДД к себе в инструменты с наименьшим трением. Начну издалека. Культура и тесты. Вначале фронтенд был простым, и тестировать его, по сути, необходимости не было. Мы верстали странички, делали формочки, отправляли данные на сервер. А потом фронтенд вдруг внезапно стал сложным, и стало понятно, что без тестов кодить опасно. И сейчас, если у вас на проекте есть тесты, это хороший знак, а если нет, то плохой. Писать код без тестов становится моветоном, и понятно почему. Потому что тесты, если отвечать одним предложением, они делают разработку безопаснее, потому что фиксируют текущее поведение системы. В первую очередь они обнаруживают регрессии. У нас в голове, ну, в смысле у людей в голове, очень мало оперативной памяти, и мы не можем держать в ней всю систему целиком, весь проект целиком. Из-за этого, когда мы пишем код, мы можем не учесть особенности работы каких-то модулей или их взаимодействия друг с другом, особенно если в системе очень много stateful частей каких-нибудь. Тесты же ловят ошибки, которые мы допускаем из-за этого, и показывают нам, что сломалось. Тесты – это дополнение к документации, потому что они описывают, как на самом деле работает система. И если в документации мы пишем, почему она должна работать именно так, то тесты говорят, как это именно так. Ну и в отличие от документации, тесты никогда не устаревают, потому что если тесты устарели, то выкатка, ну, если тесты не проходят, и выкатка блокируется по-хорошему. У тестов, конечно же, есть издержки. Обычно издержки во времени. Время нужно и на сами тесты, и на определение функциональности, которую стоит тестировать, и на организацию инфраструктуры, типа как генерировать эффективные данные, как организовать доступ к мокам, вот это вот все. А в каких-то проектах у нас времени нет, бизнес не терпит, сроки горят, надо вчера, разработчики говорят nice, и фигачит код без тестов в продакшн. Так происходит не везде, но там, где происходит, работать становится не очень приятно, потому что копится и техдолг, и количество багов увеличивается, и из-за этого разработчики частенько с проектов уходят. ТДД помогает эти проблемы решить, потому что он встраивается в разработку и гарантирует, что к написанному коду будут написаны и тесты. Цикл разработки по ТДД состоит из 3 этапов. Первый этап – это красная зона. Это зона, где мы пишем тест, который не проходит, и мы обязательно проверяем причину, по которой он упал. Почему это важно, я покажу на примере в конце.
Вот. Но скажу сейчас, что если причина не совпадает с ожидаемой, то переходить к реализации пока рано. Второй этап – это зеленая зона. На нем мы, собственно, пишем функцию, которая будет проходить этот тест. И важно, что весь цикл должен быть очень коротким, поэтому реализация, которую мы пишем, должна быть максимально простой. Можно даже сказать тупо простой. Это я тоже покажу на примере. Третий этап – это синяя зона. Здесь мы рефакторим то, что написали. Причем мы рефакторим не только реализацию, но еще и тесты, потому что тесты – это такой же код. Работать с ним точно так же нужно будет в будущем, поэтому он тоже должен быть понятным, и мы должны за ним следить, за его качеством. Почему рефакторим именно здесь? Потому что если вдруг что-то сломается во время работы, то у нас уже есть тесты, которые нам об этом скажут. Рефакторить здесь уже безопасно. Вот. Плюсы именно ТДД, а не просто тестирование, в том, что у нас как бы исчезает проблема дополнительной работы. Ну, не то чтобы прям исчезает, но она становится гораздо менее яркой. Мы пишем тесты сразу, еще до начала работы над кодом самой сущности, и к концу работы тесты уже написаны. Мы таким образом можем поделиться с сотрудниками черновиком какой-то функции, которую пишем, и сказать, что вот она будет работать так. Писать тесты и рефакторить становится привычно, потому что к этому располагает, собственно, цикл TDD. То есть мы вначале пишем тест, потом пишем простейшую функциональность. Вот. И так как функциональность простейшая, то без рефакторинга мы не сможем довести функцию до наиболее удобного вида, да и, в принципе, общие случаи покрыть без него тоже не получится. Поэтому рефакторить тоже входит в привычку. Но кроме этого, рефакторить становится безопаснее, потому что тесты уже написаны. Если что-то сломается, мы об этом узнаем сразу. Мы как бы с самого начала оставляем за собой хлебные крошки, которые помогут нам определить, где и что поломалось, если вдруг во время рефакторинга что-то пойдет не так. Вот, становится видно сущности, которые делают слишком много, так как если у какой-то сущности слишком много тестов по сравнению с другими, то это сигнал, что функция, возможно, занимается какими-то несколькими задачами вместо одной. А это нарушение СРП, запах кода, и вообще стоит посмотреть на этот модуль. Ну и последнее, мы проектируем API еще до реализации. Это делает его удобнее, потому что когда мы ставим себя на место потребителя функции, метода, класса, чего угодно, то мы хотим, чтобы публичное API было удобным. Но это вот такое, такое поведение человека по умолчанию, мы ж ленивые. Нам хочется, чтобы было удобно. И в обычной разработке мы до использования доходим зачастую уже в конце работы. Вот. И если что-то нужно переделать, то это переделывать обычно дорого, то есть лениво, по сути. Вот. И нам нужно преодолеть большое трение, чтобы переделать эту функцию. Вот. Здесь же нам приходится сразу думать о том, как эту функцию будут использовать, а это очень мощный инструмент проектирования. Конечно же, у TDD есть и издержки, потому что надо в первую очередь привыкнуть к новому флоу разработки. Это не всегда получается с первого раза. Хочется обычно накатать огромную реализацию на 20 тысяч миллионов строк и потом писать к ней тесты. Но TDD бьет по рукам в этот момент и заставляет нас вывернуть мозги наизнанку, потому что нужно сперва писать тест. Это поначалу неудобно, но потом через какое-то время проходит. Вот. Вторая издержка, что TDD якобы побуждает думать лишь о Happy Path. Я считаю, что это слегка притянуто за уши, потому что Happy Path, о нем можно думать не только при разработке через тестирование, но и, в принципе, при разработке с тестами и даже при разработке без тестов. Вот. Тут скорее нужно приучиться в целом думать о нештатных ситуациях, в которых может оказаться функция, поэтому этот пункт в кавычках. Но об этом тоже на примере поговорим. А вот что не в кавычках, так это то, что на тесты все еще нужно время. Иногда на тесты все еще нужно много времени, но его теперь придется закладывать в цикл разработки с самого начала. И тут мне можно задать вопрос: подожди, что значит с самого начала? Если не я называю срок, как мне его увеличивать? Как вообще объяснить, что сроки внезапно вдруг стали больше? Как убедить руководство, что это в принципе нужно? Глава 2. Как? Каждый из вопросов выше стоит рассмотреть с точки зрения нашего влияния. На что мы можем влиять непосредственно, то есть то, что в нашем ближайшем кругу влияния. На что мы можем влиять не всегда или опосредованно, а на что, в принципе, не можем влиять. Начнем мы с самого простого и будем постепенно подбираться к областям пошире. На что мы можем влиять сами и сразу, это непосредственно наш код. И для того, чтобы нам хотелось писать тесты,
на них должно уходить меньше времени. А для того, чтобы тесты занимали меньше времени, и чтобы время на них находилось, они должны быть максимально простыми. Вот, чтобы сделать тесты проще, есть несколько приемов. Чаще использовать чистые функции. Чистые функции – это те, которые не производят сайд-эффектов. Дело в том, что для тестов чистых функций нам не требуется сложной инфраструктуры. Нам достаточно подготовить аргументы, ожидаемый результат, а тест будет лишь проверять, насколько они совпадают. Даже если вы работаете в классическом ООП, например, можно использовать плюсы чистых функций, если использовать, как ее называют Марк Симон, функциональную архитектуру. Ссылку на пост, где он об этом пишет, мы оставим в конце презентации, там будет большой QR-код, и там будут все ссылки с этой презентации, можно будет посмотреть. Очень советую прочесть пост Марка Симона, потому что он, ну, можно сказать, мозг устраивает иногда. Второй пункт – это обращать внимание на зацепление кода. Чем сильнее код зацеплен, тем больше нам придется создавать дополнительных сущностей, от которых зависит тестируемая функция. То есть, если код зацеплен слабо, то нам и наворачивать дополнительной инфраструктуры будет нужно меньше. Если код зацеплен сильно, то и тестировать будет гораздо сложнее. Тестировать только свой код. Кажется очевидным и банальным, но иногда тесты, которые мы пишем, могут проверять, что рандом действительно возвращает случайное число или что библиотека работает как заявлено. Это все нам не нужно, потому что мы работаем только со своим кодом и тестируем, соответственно, только его. Если мы работаем с библиотекой, нам нужно написать к ней адаптер и тестировать именно его. Если мы работаем с рандомом, то мы можем его, например, замокать. Но в любом случае нам нужно тестировать именно тот код, который мы пишем сами. В библиотеке тестировать не нужно. Использовать удобные инструменты, просто потому что чем быстрее мы видим результат работы тестов, тем бесшовнее происходит само тестирование, тем меньше трения вызывает их запуск и ожидание результата. Можно поставить плагины для IDE, которые запускают тесты в фоне. Можно добавлять фильтры для запускаемых тестов в консоли, отсеивать тесты, на которых мы сосредотачиваемся. Это я тоже сегодня покажу. Короче, делайте так, чтобы вам было как можно удобнее. И по возможности, чтобы тесты запускались автоматически при старте разработки, потому что так будет меньше причин их не писать. Ну, типа они все равно уже запущены, чего бы не начать. Еще стоит потратить время на удобную инфраструктуру, потому что если у нас продумана стратегия хранения и генерации эффективных данных и объектов, там всякие моки, стабы, вот это все, то нам гораздо проще следить за тем, как система развивается. И мы можем также отслеживать, что поменялось слишком радикально. Кстати, это тоже стоит обсудить с командой, как поступать при больших изменениях внутри типов, функций, при больших миграциях кодовой базы. Короче, это все тоже должно быть продумано. В идеале инфраструктура для тестирования должна быть максимально незаметной при работе, чтобы казалось, что она работает само как магия. Это хорошая инфраструктура. Хорошо, это вот то, на что мы можем влиять непосредственно. Что еще? Что пошире? Мы можем влиять на кодовую базу, потому что с помощью TDD и тестов мы можем улучшать ее, тем самым получая очки доверия от тиммейтов и лидов. Так как если кодовая база становится лучше от тестов, то это видно, полезно, ну и вообще мы молодцы. При работе с именно же TDD мы можем обращать внимание на то, как пишутся тесты к какому-то модулю, чтобы понять, что он пахнет. Разумеется, первый звоночек – это если тестов нет вообще, тогда нужно их написать. Вот. Но если тесты есть, то обращаем внимание на следующие вещи. Когда тестов слишком много, это звоночек, потому что в этом случае, скорее всего, модуль делает слишком дофига. А значит, стоит посмотреть, какие задачи он решает. Можно ли вынести какие-то из этих задач в отдельные классы или функции, методы, модули, что угодно. Короче, модуль, скорее всего, нарушает СРП. Это запах. Если описание теста ссылается на несвязанные вещи или на разные сущности системы, на какие-то разные аспекты приложения, ну, типа мы проверяем генерацию отчета, а ожидание ссылается на отправку письма. Чем по смыслу дальше и бессвязаннее описание, тем вероятнее, что мы опять-таки слили несколько задач в одну. Тоже стоит посмотреть на модуль. Ожидание оформлено невнятно. Это сеет сомнения в том, как вообще функция должна работать. Потому что если тест не может четко и внятно ответить на вопрос, что и при каких условиях должно произойти, то, вероятно, код в модуле сам по себе непонятный. Если подготовка теста слишком сложная, это тоже звоночек, потому что
представьте, нам нужно создать очень много моков, очень много стабов, добавить какой-то дополнительной инфраструктуры, навернуть чего-то там еще. Скорее всего, в модуле утекли абстракции. Мы их где-то напортачили с зависимостями, возможно, неправильно их передаем. У нас нет вообще никакой стратегии работы с зависимостями. То есть если подготовка теста слишком сложная, то надо посмотреть, что тестируемый модуль делает. Если тест проверяет детали реализации, скорее всего, мы делаем лишнюю работу, потому что, скорее всего, снова напортачили с зависимостями. Тесты должны проверять выход функции при заданных условиях. Мы передаем аргументы, ну или состояние функции, если она нечистая, состояние окружающей среды, если функция нечистая, и проверяем результат при этих условиях. Если мы проверяем, как именно этот результат получен, то либо надо сделать ревью публичного API, и метод разделить на несколько. Возможно, там что-то полезное есть внутри, которое стоит вытащить наружу. Это бывает редко, но бывает. Либо перестать проверять реализацию, потому что это не то, что должны делать тесты. Если нам нужно мокать библиотеку напрямую, беспорядочно вызывать библиотеки, как я уже говорил, не стоит. Нам нужны адаптеры для них. Об этом хорошо написал Майкл Физерс в эффективной работе с Legacy. Ссылка на книжку и на конспект тоже будет в конце. Именно адаптеры мы должны проверять и тестировать. Ну, например, если мокать useSelector при работе с Redux Store, можно, конечно, так делать, но вдруг мы решим переехать на какой-нибудь Mobix, и тогда у нас все тесты, вообще все, которые как-то затронут useSelector, придется переписывать. А вот будь у нас собственный хук, который бы вызывал внутри себя useSelector, то нам бы пришлось переписать тесты только к нему. Об этом стоит почитать у Мартина еще в чистой архитектуре тоже, в разделе про слой адаптеров. Там он тоже описывает в целом то, как делить модули на слои. Потому что хорошо разделенный код на слои, он удобно тестируемый. Ну и последний звоночек – это если тест всегда зеленый. Никогда не падающий тест не только бесполезен, он скорее даже вреден, потому что нам всегда надо убедиться, что тест падает, когда условие не выполняется. Если этого не происходит, то тестам мы доверять не можем. А это плохо. Тесты должны вызывать доверие. Ну хорошо, вот мы навели порядок в кодовой базе. Что дальше? Что мы можем сделать еще? Мы можем сходить к лиду. Если вдруг у нас на проекте нет тестов, то мы можем сходить и поговорить с лидом о том, чтобы неплохо их завести или внедрить TDD. Скорее всего, лиды сами понимают, что это действительно нужно. Если вдруг это не так, то стоит посмотреть на измеряемые параметры, которые можно улучшить тестами. Параметры именно измеряемые, потому что разговоры из разряда «вот было бы круто» — это не круто. Мы хотим подкреплять точку зрения фактами, желательно фактами, которые показывают, как именно работа влияет на здоровье проекта. Ну и из таких параметров это бас-фактор, то есть мы можем замерить, сколько человек о проекте знает. Если всего лишь один, это очень плохо. Чем больше человек знает о том, как все работает, тем выше вероятность, что проект будет жить и будет развиваться. Можно замерить количество регрессий, потому что если у нас, во-первых, должен быть алерт-мониторинг. Если вдруг на каждый релиз у нас сыпется куча ошибок, это повод задуматься о том, что не так. Скорее всего, мы не учитываем сложность системы, когда пишем код, она типа слишком сложная. Вот. И тесты нам помогут отлавливать регрессии и не допускать их. Вот. Еще можно замерить уровень документированности, потому что, как мы говорили ранее, тесты – это хорошее дополнение к документации. Если вдруг документации вовсе нет, то тесты – это идеальный старт. Типа они действительно описывают систему. Вот. И еще можно замерить время на рефакторинг. Чем больше кода покрыто тестами, тем меньше времени будет уходить на перепроверку работы после рефакторинга. Ну, то есть нам не нужно будет тыкать 1000 кнопочек после каждого релиза или перед каждым релизом. Вот. Да и рефакторить будет приятнее, потому что не потребуется сидеть и, собственно, полчаса тыкать 1000 кнопочек. Вот. Это все можно замерить, те же самые параметры с тестами и сравнить, насколько стало лучше. Вот. Результаты потом можно использовать для подтверждения точки зрения. Вот. Если на исследование времени выбить не получается и вообще все плохо, то можно попартизанить немножко. Ну, то есть покрыть тестами какой-то участок кода, сделать замеры самостоятельно, потом прийти и выложить результаты исследования, по сути, на стол, вот, и обсудить их. Вот. А следующий уровень – это уже разговор с бизнесом.
Понятно, что не все разработчики могут влиять на решение там, вот, но если есть возможность, то правило всегда одно. Говорим лишь о том, что можно померить и проверить. Ничего другого сюда тащить точно не стоит. Вот. Можно аргументировать точку зрения исследованиями, которые уже были проведены. Ссылка на одно такое будет тоже в конце. Если не помогает, то провести свои исследования. Если не получается выбить время, то можно попартизанить. Вот. И это займет какое-то время, да, но, возможно, окупится в будущем. Вот. Можно сравнить долготу жизни проектов с тестами и без, потому что если есть на руках такая статистика, то она отрезвит лиц, принимающие решения. Потому что если проект живет недолго, то это повод задуматься о том, что может предотвратить смерть проекта. Ну и, разумеется, можно сравнить среднее количество времени, после которого сотрудники увольняются, потому что обычно на проекте с плохим качеством кода и без тестов это время не очень большое. Важно, все это работает, если проект не прототип. Если проект – это прототип, то у него другая судьба. Его судьба – это проверить гипотезу и умереть. Вот. А если проект собирается жить долго, то тогда мы можем, собственно, задумываться о тестировании. Вот. В третьей главе мы приступим к практике. Я тут подготовил небольшой проектик, который мы напишем, собственно, вот по этому TDD. И этот проект – это 2 файла JS. Вот они пока что пустые, но мы сейчас их будем набивать. В качестве тест-раннера мы будем использовать Jest, потому что он сейчас один из наиболее популярных, ну и в целом у него довольно приятная API. Мы вот будем пользоваться Describe, будем пользоваться тестом через алиас. Вот. И с помощью вот этих, собственно, функций можно описывать красивые предположения о том, как функция должна работать, которые будут приятно читать. Вот. Я уже добавил в зависимости проекта edits сам Jest, вот он. И еще здесь добавил небольшой скриптик, который будет, собственно, тесты запускать. Что мы собираемся написать по TDD? Мы хотим написать функцию, которая будет делить одно число на второе. Но не просто типа функция, которая делит А на Б, но мы хотим, чтобы она, во-первых, делила, да, окей, но во-вторых, чтобы если результат не целый, то она ограничивала его 2 знаками после запятой. А если ей передали настройки, то использовала количество знаков после запятой оттуда. А если мы делим на 0, то чтобы она еще и кричала на нас большой красной ошибкой. То есть у нас, по сути, 4 точки функциональности. И сейчас мы это с вами все напишем. Давайте запустим тесты. Тест. Пум. Вот сейчас понятно, что тест падает, потому что он пустой. И мы напишем первый тест. Мы будем использовать функцию describe. Describe – это глобальная функция, которая доступна в Jest. Describe. И она первым аргументом принимает описание, то есть строчку, а вторым аргументом принимает функцию, которую будет выполнять. В описании мы будем, я, по крайней мере, люблю в Describe описывать условия, при котором функция будет вызываться. То есть в нашем случае, когда мы функцию вызовем, внутри callback опишем it. It – это тоже глобально доступный метод в Jest. В нем я люблю описывать, что должно произойти. То есть функция должна вернуть результат деления. Division. Она также вторым аргументом принимает функцию, в которой мы, собственно, будем уже писать сам тест. Вот. Заметьте на структуру. Сперва я описываю условия, то есть при каких условиях мы будем проверять функцию, а внутри it я описываю ожидания, то есть что я ожидаю, что произойдет. Хороший тест не только простой, независимый, лаконичный, быстрый, но он еще и подчиняется трехактной структуре. Обычно, возможно, вы видели уже, трехактная структура описывается через AAA, то есть arrange, первый акт, второй акт, собственно, act, и последний – это assert. То есть в первом случае мы собираем все необходимые приготовления, то есть мы
собираем стабы, моки, если нужно, готовим результат, который должен получиться, готовим аргументы. На втором акте мы, собственно, вызываем саму функцию. И на третьем проверяем, что должно было произойти. Ну, давайте, собственно, начнем с этого. Сперва подготовим ожидаемый результат. Expected, то есть число, которое должно получиться в результате деления. Потом вызовем саму функцию, скажем, divide 10 over 2, а divide импортируем из файла по соседству. Вот. И мы проверим с помощью метода expect, что результат, который мы получили, действительно равняется тому, который мы ожидали. Expected. И проверим. Ага, тест упал. Посмотрим. Тест падает. Класс. Но важно, что тест должен падать по причине, которую мы с вами... Там кто-то поднял руку, вроде бы. Ну, есть в Q&A вопросы, но поднятых рук, кажется, пока нету. Хорошо, тогда, возможно, показалось. Продолжу тогда. Собственно, да. У нас тест свалился, но мы еще не в красной зоне. Потому что причина, по которой валится тест, вот здесь написано, divide is not a function. Это не та причина, по которой мы собираемся, чтобы тест падал. Сейчас Jest говорит, что ага, у нас типа функция не импортируется отсюда, и он пока не проверяет, что функция не делает того, что нам нужно. Разумеется, функция не импортируется, потому что мы ее не написали. Давайте создадим функцию divide, b, и вернем отсюда null. Теперь посмотрим на тест. Теперь он говорит, что мы ожидали 5, получили null. Вот теперь мы находимся в красной зоне. То есть вот здесь у нас тест падает, но кроме того, что он падает по той причине, по которой мы его действительно ожидаем, что он упадет. Вот. Можем приступать к реализации. По TDD, напомню, у нас реализация должна быть максимально тупой и простой. Но мы что ожидаем? Что результат будет равен 5, ну давайте напишем 5. Тест как бы пройдет, да. И мы можем типа приступать к рефакторингу. Ну, понятно, что возвращать пятерку – это довольно бесполезное занятие. Давайте обобщим и напишем, собственно, реализацию. Поделим b на a. И тест скажет, что ага, мы ожидали 5, получили 0,2. Мы при рефакторинге что-то поломали, а именно мы разделили аргументы в неправильном порядке. TDD, собственно, этим и полезен, что сразу же бьет по рукам, когда мы делаем какое-то непотребство какие-то. Собственно, мы разделили не в том порядке аргументы, давайте это починим. Поделим А на Б и увидим, что тест проходит. Отлично. Тест прошел, можем двигаться дальше. И давайте напишем, проверим, как функция работает с дробями. Напомню, мы хотим, чтобы функция округляла дробь до второго знака после запятой. Давайте так и напишем. Describe when the result is not an integer. То есть, когда результат не целое число, функция должна should round it up to decimal places. Хорошо, у нас есть условия, когда результат получается нецелым, и ожидание. Функция должна округлить его до 2 знаков после запятой. Давайте проверим. Divide. Поделим 10, скажем, на 3. И сравним, что это должно быть равно 3,33. Понятно, что это будет не так, но нужно проверить. Ожидали 2 знака после запятой, получили гораздо больше. Это правильная причина. То есть мы сейчас находимся в красной зоне, можно переходить в синюю. Ну, что можно сделать? Очевидно, что нам здесь нужно это округлить. Давайте напишем toFixed и оставим 2. Посмотрим. Ага, у нас оба теста падают. Давайте разбираться. Для того, чтобы сосредоточиться на конкретном тесте, я люблю использовать only. Мы можем написать it.only. И дальше у нас будет запускаться только тот тест, который мы таким образом выделили, а все остальные будут скипаться.
Итак, давайте смотреть. У нас здесь число, а toFixed возвращает строчку. Ну, да, toFixed возвращает строку, это, возможно, кому-то было известно, но если это не было известно, то TDD нам об этом скажет. Это тоже его польза, потому что он может, так скажем, выявить неочевидности стороннего API. Ну, давайте поправим то, что у нас было. Переведем это к числу и посмотрим, починился ли тест. Тест починился, посмотрим, проходят ли все тесты, которые у нас есть. Да, отлично. Можно приступать к рефакторингу. Синяя зона. Ну, что здесь можно сделать? Саму функцию особо рефакторить как бы пока рано, а вот зато тесты порефакторить можно. У нас же здесь округление, и в целом хорошим бы, наверное, тоном было проверить обе стороны округления, вниз и вверх. И для этого стоит типа написать несколько тестов. Но понятно, что тесты писать одинаковые с разными, ну, то есть вот такие блоки целые писать для разных аргументов, ну, как бы не очень стоит. Тест, конечно, должен проверять одну вещь, но одну однотипную вещь. Мы здесь можем выкрутиться, используя генерацию тестов. То есть мы можем написать какой-нибудь массив, тест cases, например, в котором будут описаны случаи. Ну, скажем, в первом случае мы будем 10 делить на 3 и будем ожидать 3,33. В втором случае мы будем, скажем, делить 10 на 6 и будем получать 1,67, к примеру. А в третьем случае мы, возможно, поделим его на 10 и получим 1,43. 43. Вот. И эти случаи, которые мы только что описали, мы можем по ним пройтись, получить все эти значения, а, b, result, ой, не result, expected. Вот так. И проверить, что это действительно так. Сюда мы передадим а, вторым аргументом b, и проверим, что у нас оно совпадает с ожидаемым результатом. Тест прошел с первого раза, и это повод проверить, действительно ли он работает. Давайте его свалим. Проверим, что да, он действительно проверяет наши ожидания. Возвращаем правильный результат и наслаждаемся зелеными тестами. Отлично. В целом мы можем пойти дальше и вынести тестовые данные в какое-нибудь хранилище. Помним, что мы обсуждали уже стратегию хранения моков и ставов. Так вот, если эти случаи тестовые где-то будут использоваться еще, то, в принципе, неплохо их куда-нибудь вынести и доставать оттуда. Но мы сейчас, конечно, такого делать не будем, потому что это 15-минутный лайфкодинг, и функция далеко не настоящая. Окей. Вообще, особенно полезно выносить такие тестовые эффективные данные, если у нас есть какие-то специфические или типизированные сущности, ну, там, пользователь, продукт, продукт-лист, еще что-нибудь. Просто чтобы в каждом тесте не создавать их заново. Окей. Теперь перейдем к указанию настроек. Мы хотим, чтобы функцию можно было указать, сколько знаков после запятой нужно сохранить. Давайте напишем describe when specified и precision, или просто precision. Ладно, specified precision. Когда мы объявили, какая требуется точность, функция должна round the result up to specified. Так. То есть, когда мы указали точность, функция должна округлить результат до этой самой точности. Что у нас возникает в первую очередь в голове при указании настроек? Ну, типа, можно указать просто последним числом. Ну, там, 2 знака, 3 знака, 4 знака. Но при виде вот такой функции, при таком вызове, мы понимаем, что, типа, да, 2 числа разделить, когда мы понимаем, какое число за что отвечает примерно, но если там третье число, это совершенно непонятно, и становится ясно, что здесь лучше использовать объект. То есть, скажем, precision, там, 5 знаков после запятой. Precision. Вот. В этом тоже польза TDD, потому что оно позволяет нам увидеть вызов, типа, сразу. Если бы мы писали функцию вот здесь, и такие, типа,
Precision, ну, нормально, да, ну, третий параметр, окей, можно будет посмотреть в исходнике, загуглить, окей, но при вызове это было бы очень, ну, противно выглядящим, и API было бы, ну, не то чтобы уродским, но менее приятным, чем оно могло бы быть. Вот. А TDD нас, собственно, ставит в роль потребителя функции, и мы такие, ага, окей, настройки, ладно, будет объект, чтобы было понятно. Ну и в целом таким образом можно улучшать, заранее проектировать более удобные API. Хорошо, что мы здесь хотим, что мы здесь хотим получить? Мы ожидаем, что результат деления будет равен 3,33333. 5 знаков после запятой. Понятно, что он валится, потому что сейчас у нас настройки никак не используются. Мы в красной зоне. Давайте это починим. Напишем settings и, скажем, отсюда возьмем const precision settings, а этот самый precision запихнем в значение toFixed. Ага, у нас последний тест прошел, а вот предыдущие два не особо. Давайте использовать only для того, чтобы чинить каждый из тестов, которые валятся. Что у нас тут? Cannot read property decision of undefined. Ну да, действительно, мы не передавали последний аргумент, а это значит, что если мы его не передали, то здесь мы вместо сеттингов будем получать undefined. Поэтому давайте по умолчанию поставим сеттинги равными пустому объекту. Так, что у нас тут получается? У нас тест почти починился. Мы теперь, правда, видим, что у нас вместо 3,33 получается просто 3. Почему? Потому что precision здесь тоже по умолчанию не задан, и при передаче его в toFixed он будет приводить не к результату, который мы ожидали, а к целому числу. Давайте по умолчанию поставим 2. Увидим, что тест пройдет. Посмотрим, как себя ведут остальные тесты. Они тоже все проходят. Хорошо, мы добавили функциональность, при этом вначале сломав какую-то функциональность, которая была раньше, и при этом сразу же увидев, что мы ее поломали. Очень полезная штука для обратной совместимости, этот ваш TDD, очень советую. Ну и что у нас последнее осталось? Последнее осталось проверить невозможность делить на 0. Напишем, что когда мы пытаемся делить divide by 0, когда мы пытаемся разделить на 0, функция должна выбросить ошибку. Так делать нельзя. Собственно, для того, чтобы проверить, что функция выбрасывает ошибку, нам нужно вызов функции завернуть в функцию. Сейчас я это напишу и объясню, почему. Попытка – это вызов divide 10 на 0. Зачем вот это вот все? Дело в том, что если мы просто вызовем функцию, которая будет выбрасывать ошибку, а мы именно этого хотим, то тест свалится, потому что он такой, ага, ошибка, окей, значит, что-то не работает. Но мы хотим, чтобы эту ошибку тест обработал и проверил, действительно она была вызвана или нет. Поэтому дополнительная функция. Хорошо. Что именно мы хотим проверить? Какая ошибка именно получается? Давайте создадим error. Скажем, mass doesn't work like that. И мы будем ожидать, что вызов нашей функции приведет к выбросу, пардон за это слово, этой самой ошибки. Понятно, что сейчас тест не пройдет, потому что ошибка не выбрасывается, типа вот received function did not true. И эта красная зона, можно переходить к, собственно, реализации. Давайте посмотрим, что здесь нужно сделать. Понятно, что надо сравнить b с нулем, и если они равны, то выбросить new error loop. Посмотрим, что с тестом. А тест говорит, что нет, дорогой, ты все еще в красной зоне, потому что сообщения ошибок не совпадают. И это тоже важно, потому что если мы хотим хранить хороший stack trace, ну типа вот мы выбрасываем какую-нибудь ошибку, которая должна сказать о том, почему это произошло. И если ошибка неправильная, то мы можем провести счастливые 10 часов потом в дебагинге. Поэтому при возвращении ошибок, ну типа
при поднятии ошибок и исключений, стоит проверить, что там внутри находится. И Jest позволяет это делать, он сравнивает сообщения, поэтому давайте мы сделаем сообщение правильным. Проверим, что теперь тест проходит, все хорошо, и посмотрим на результат. Что у нас сейчас получается? Во-первых, функция действительно отрабатывает по всем своим требованиям. То есть все, что мы хотели от нее добиться, мы добились. При этом у нас появился как бы автоматический набор тестов к этой функции. Как правило, тестов бывает больше, чем просто кода, поэтому, возможно, на них будет уходить больше времени, но со временем можно будет к этому привыкнуть. В тяжеловате, например, я сейчас сильно экономлю время, потому что использую TDD, просто из-за того, что автоматически сразу продумываю, как именно функция будет использоваться. Вот, это не приходится делать потом на тяжелую голову. Вот. Рефакторить код безопасно, как мы убедились, потому что если мы что-то ломаем из того, что уже заявлено и реализовано, мы об этом сразу же узнаем, то есть автоматически, мгновенно. Вот. API мы проектируем наперед, поэтому API получается более приятным, чем могло бы получиться в случае, если бы мы проектировали его как-нибудь по-другому. Странности стороннего API мы тоже ловим на ранних этапах. Ну и в целом TDD позволяет работать более приятно, потому что ощущение прикрытой спины из вот этих тестов, оно довольно ценное ощущение. Просто, так скажем, developer experience. Что касается Happy Path. Вот мы написали первые 3 теста и могли бы на этом остановиться. Но, по сути, для того, чтобы подумать не только о Happy Path, нам достаточно подумать о том, что еще функция может, в каких ситуациях она может оказаться, в которых бы не должна оказаться. TDD к этому вообще, в принципе, отношение не то чтобы имеет. То есть, да, мы можем думать о Happy Path, только используя TDD. Мы можем не думать о Happy Path, только используя TDD. TDD – это просто инструмент. Вот. А поменять майндсет на то, чтобы отлавливать возможные ошибки, это уже задача именно разработчиков и архитекторов, ну, то есть те, кто проектирует систему. Собственно, лайфкодинг закончился. Что почитать на тему? Я собрал огромный список всякой литературы. Ну, как огромный? Там что-то типа 8-16, где-то в этом районе. Там исследования, книжки, статьи, конспекты, все, что мне кажется полезным и относится к этой теме. Я их положил по ссылке. Кроме них, там же есть еще ссылка на большой воркшоп от TDD в React. Он длинный, я там тарабанил 5 часов, писал код, но на нем я подробно показываю, как использовать TDD при разработке приложений на React. То есть, что делать со стором, как вначале писать тесты для компонентов, как использовать React Testing Library. Короче, все вот там. Это тоже будет полезно посмотреть. Ну и на этом все. Заходите на сайт, подписывайтесь на блог, там тоже много всего полезного. Заходите в Twitter, там иногда бывает полезное. Чуть почаще, чем в блоге, но все же. Вот. И если вдруг появятся какие-то вопросы, то пишите в Telegram. Вот. Какой у нас план дальше? Блин, было просто восхитительно. Очень круто. Спасибо тебе. У нас есть некоторое количество вопросов. Я предлагаю начать с конца и потом перейти к началу. Самый последний вопрос. Рустем спрашивает, когда новая книга? Присоединяюсь к вопросу, когда? Есть планы, но из-за синдрома самозванца я пока не могу ни область назвать, ни сроков. Вот. Но планы есть. Окей, будем ждать. Область – это программирование, да. Отлично. Второй вопрос тоже связанный. Было сказано, что Александр – автор книг. Где можно посмотреть книги? Где купить или они бесплатные? 3 книжки бесплатные. Ссылка будет на сайте. Вот здесь есть. Ой. Вот тут книжки. То есть в лучшем я вынес все проекты с книжками. Вот эти 3, они бесплатные. Solid про принципы объектно-ориентированного программирования. Про Solid. TDD – это Талмуд по TDD. Это
описание, как собрать крестики-нолики, используя TDD. Вот, там не Jest, там, по-моему, Mocha используется, вот, но в целом подход такой же. И там я показываю вместе, в какой момент мы переходим из красной зоны в зеленую, когда можно рефакторить, что именно поменялось и все такое. Тоже советую почитать. Она большая относительно, но стоит того. Вот. И там же есть про работу с домом, все такое. И фронтенд — это не больно, это пособие для разработчиков и сочувствующих. Тут о том, кто такие фронтендеры, и как вообще им жить, и как договариваться с другими членами команды. Вот. И Вообще, платная книга — это последняя про разработку с React и TypeScript. Там мы ее списали с Максом Ивановым, она на английском. Вот. Если у вас хороший прокачанный английский, то можно ее почитать. Ну, как прокачанный, типа, если вы читаете документацию React, то сможете прочесть и ее. Мы не то чтобы носители языка, у нас там нет никаких сложных конструкций. Вот. круто. Да, ссылочка тоже в чатике. Переходите по ссылочке, скачивайте книжки, все такое. Они правда очень классные. Мне кажется, вообще фронтенд — это не больно. Это первое, что нужно всем фронтендерам выдавать просто при входе в профессию, чтобы они читали и проникались. Дальше Игорь спрашивает, что моднее, Jest или Mocha? Сейчас Jest, определенно. Я не помню уже, когда бы я в последний раз бывал в проекте, в котором стояла бы до сих пор Mocha. Все, кто пишут тесты стабильно, они переехали или переезжают на Jest. Я не знаю, на самом деле, типа, почему. Мне кажется, из-за популярности React, возможно, потому что Jest, по-моему, тоже от Фейсбука. Вот. Но Mocha я не видел очень давно. Типа, прям последний раз я с ней работал, когда, наверное, писал TDD, ну, вот про крестики-нолики книжку. Уже тогда, типа, все переезжали на Jest, и я сам тогда переводил проект свой рабочий на Jest. Я, типа, думал, что из этого лучше. Но в итоге сам остался с Jest. Может быть, книжку потом переведу, пока не знаю. Вот. Тоже давно не видел Моки нигде. Мне кажется, уже лет 5, наверное, как-то прошла она в нашей жизни. Окей, следующий вопрос. Снова Игорь, тот же самый, кажется, спрашивает, каким образом лучше тестировать консольные утилиты на Node.js? Может, есть какие-то удобные инструменты для этого? Ой, я с консольными утилитами не сталкивался, но код, который я пишу для ноды, я тестирую также. То есть я тестирую его юнит-тестами в основном. Там обычно даже нет E2E. Вот. Тоже обычно пишу по TDD. У меня есть штука, которая работает на TypeScript, она связана с анализом текста. И, то есть, по сути, тоже работает только в консоли, но никакого интерфейса просто не представляет. И там, да, то же самое, в принципе, абсолютно так же все. Вот. А именно как консольные приложения, может быть, у них есть какие-то особенности, но я не знаю их, потому что не писал консольных приложений для Node. Окей, класс. А теперь пойдут вопросы от меня. Да, ребят, если у кого-то там есть вопросы, вы пишите их в Q&A, мы их еще успеваем задать. А пока вы думаете, у меня тоже есть два вопроса. Первый вопрос. Вы пишете по TDD на работе? От проекта зависит. Есть проект, в котором, да, он не связан с рендером, но он связан с фронтендом и ООП, да, такое бывает. И там тоже все написано по TDD, да. Там, типа, каждый тест проверяет отдельный метод, все разбито по модулям, вот, там тоже юниты. Есть тесты, проекты, в которых тестов нет, но это связано, наверное, с стеком, который там используется. Очень сложно туда тесты завести просто из-за legacy. Типа, Что за стек? Clojure Lib. Ой, гугловская библиотека, да. Clojure Compiler? Clojure Compiler и что-то там еще с либом. Прикольно. В общем, да. Туда очень сложно внести какие-либо тесты. Вот. У нас было парочка микросервисов на работе, в которых тоже были тесты. Я их туда вкорячивал. Только когда вот приходил только в драйв, у нас там был проект, который тоже был на TypeScript с React. Там еще Mobix был, вот туда я тоже тесты вносил. Как раз потому, что не было ощущения прикрытой спины. Их там не было до меня. Я такой, так, нет, надо что-то с этим делать. Вот.
Короче, Класс. там, где очень много legacy, очень сложно тестов корячить, потому Мгм. что спилить монолит сложно. Вот, а так да. Следующий вопросик. Насколько эффективно создание интерфейсов через TDD? Ну, то есть вот мы сейчас писали функцию, которая с внешним миром особо не взаимодействует. Мгм. Пишешь ли ты, условно, React-компоненты тоже по TDD? Да, да. Или... И React-компоненты, и, в принципе, интерфейсы для сущностей. Ну, точнее как, интерфейсы я даже описываю еще до того, как начну что-то писать, именно типа в коде. Мгм. Я обычно сажусь такой с бумажкой и ручкой, ну, давай, что там будет. И начинаю рисовать квадратики, в которых есть всякие вещи, которые нужно делать. Типа как сущности между собой связываются и что они друг другу хотят передавать или запрашивать друг у друга. И там получается именно интерфейс. Мгм. Такой, типа ну, скажем, это как UML, только Только не для нормальный. стариков. Да. Вот. И там я обычно не прописываю аргументы, либо в каких-то общих чертах совсем. Вот. А когда я начинаю писать, собственно, да, открываю код и такой, так, что мне нужно будет вызывать? Там прописываю, собственно, типы, которые нужно будут у функции, сигнатуры прописываю, и после этого начинаю, собственно, приступать к тестам и к реализации. В Мгм. чем плюс именно TDD? Оно позволяет выявить ошибки проектирования на раннем этапе. Типа вот я нарисовал себе красивую картинку и забыл о том, что мне нужно будет не только передать, например, пользователя куда-то, но еще и контекст. Я такой, не получится, надо перерисовать. И в итоге появляется либо какой-то контекст менеджер или еще что-нибудь, от которого что-то зависит. Вот в итоге зависимости меняются, система меняется, и проектирование тоже Мгм. приходится перепроектировать. Вот. Еще плюс TDD в том, что он сразу позволяет понять, какие нужны будут стабы, моки. Ну, типа, вот я пишу и такой, ага, пользователь. Окей, надо создать тип пользователя, такие-то поля будут. Ну, а что, раз я сразу тут, давайте, что ли, накидаем полей. И, типа, создается рядом просто еще файлик со стабом, вот пользователь, пожалуйста, и его во все места, где он изменяется, я добавляю. Частенько еще, кстати, если есть какие-то изменяемые данные, ну, например, есть пользователь с неправильным именем, есть пользователь с неправильным имейлом, и я Мгм. просто рядом создаю дополнительные стабы и называю там user with invalid email, user without name, там еще что-нибудь. И их тоже сквозь проект использую, просто для того, чтобы все типа сущности вот эти вот фиктивные, они были в одном месте. TDD Мгм. тоже помогает, потому что не приходится потом лазить по разным местам в коде и из всей этой лапши пытаться вычленить вот эти сущности, которые собрать надо. Они сразу есть. Вот. Мгм. Окей. И последнее, у нас уже и время выходит, и... вот еще появился один вопросик, но сначала я. Как ты вообще пришел к ТДД? Давай я кратенько расскажу свою историю, и тогда, наверное, будет понятно, почему мне это интересно. Я Ага. тесты пишу давно, а вот по ТДД у меня никак не получается начать их писать. Я пробую каждые, не знаю, типа каждые полгода, наверное. Я думаю, вот сейчас я начинаю новый проект, сейчас все будет по ТДД. Ну, я супер нетерпеливый чувак, я написал тест, смотрю и такой, да господи, эту функцию реализовать быстрее, все, типа давай, тынь-дынь-дынь, функция готова, все, поехали, в прод готово, и в итоге потом у тебя тесты какие-то отрывочные, где-то есть, где-то нету, и держать это в порядке становится довольно сложно. Ага. Как ты пришел к тому, что типа, как ты себя дисциплинируешь так, чтобы не броситься и не написать уже просто эту функцию так, как она тебе хочется? Я пришел к этому через боль. У нас был большой проект, который я писал 1,5 года один, и в какой-то момент мне нужно было что-то зарефакторить. И я понял, что... Точнее как, первые полгода тестов не было, потому что это стартап, херак-херак в продакшн, поехали. А потом стало понятно, что сложно поддерживать вот это вот все на плаву без тестов. И я подумал, что надо, во-первых, книжки почитать, какие там есть. Посмотрел на эффективную работу с Legacy. Это, конечно, проект еще нельзя было Legacy назвать, но тем не менее. И там Физерс пишет про швы. Швы — это такое место, где можно типа разрезать, по сути, программу, обтестировать вот это все и вынести какой-то модуль. Я такой, ага, обтестировать, а как? И он пишет, что там есть типа TDD. Я такой, прикольно, TDD. Вначале пишется тест, типа покрывается вот это все, а потом что-то меняется. Я такой думаю, прикольно. Попробовал, вроде ничего не получилось. Думаю, ну ладно.
Посмотрел в какой-то курс, я не помню, где уже, и какой это был курс, именно по ТДД, потому что хотелось понять, а что это вообще такое, ну, как. Вот у меня не получилось. Хочу посмотреть, поучиться у людей, которые это умеют делать. Посмотрел, увидел, что тесты маленькие, коммитится все быстренько, э, типа изменения тоже маленькие. Я посмотрел курс, перечитал физерс и такой, ага, то есть вот здесь нужно оттестировать не типа всю функцию в целом, весь модуль в целом, а какие-то кусочки вот из этого монолита выскребсти, отрезать их, и можно что-то менять. Попробовал. Долго матюкался, но получилось. Я понял, как это делать, и после этого разработка пошла получше. То есть я вначале страдал, а потом перестал страдать. И это мне, наверное, помогло приучиться типа работать по ТДД. Потому что когда я пытался выносить модули, а после этого писать тесты, все валилось. То есть невозможно просто взять и сохранить систему без изменений, без регрессий, если не писать тесты сперва. Вот. Поэтому приходилось вначале типа покрывать тестами, а потом что-то менять. И я понял, что вообще в целом это, наверное, относится не только к Legacy, как у Физерса там написано. Я думаю, почему бы не использовать это в принципе как инструмент. Потом я попробовал, собственно, переписать тяжеловато по ТДД. И это было офигенно, потому что это же как бы проект в свободное время, и на документацию там особо времени нет. Вот. И возвращаюсь я к нему редко, то есть документация нужна. Я подумал, что ну, тесты, наверное, как-то помогут. Собственно, начал проектировать это все дело. Понял, что ТДД помогает еще и при проектировании. Я такой, йоу, это же просто золотой инструмент, надо его везде использовать, но везде его пихаю теперь. Вот. На подлодку залез вот, с ТДД. Окей, спасибо. Да, там накидали еще вопросов. Я думаю, мы чуть-чуть задержимся. Не страшно? У тебя есть еще 5 минут? Класс. Рустем спрашивает, используешь ли property-based тестирование? Если нет, то почему? А что такое property-based тестирование? Что-то не слышал об этом. А это когда ты, короче, тестируешь типа не на кейсах конкретных, а на какой-то свойстве функции. Но, например, если ты тестируешь функцию, которая складывает два числа, то ты можешь не проверить, что 2 плюс 3 будет 5, а то, что при перестановке слагаемых сумма не меняется. Или там при сумме числа и минус числа то должен 0 получаться. И ты типа выделяешь какие-то свойства и потом пишешь бесконечное количество тестов, генерируешь их, все такое. Ну, насчет бесконечного количества тестов я не скажу, но в целом иногда получается само по себе из доменной области. Ну, собственно, в том проекте, в который я говорил, где есть классы, ООП и вот это все, там есть парочка мест, которые только так можно протестировать. Вот. Но как основной инструмент нет. То есть, мне кажется, гораздо проще нагенерировать фиктивных данных для типа прямолинейного тестирования. Хотя property base звучит интересно, надо пересерчить. Будет прикольно. Я вот на одном проекте пытался покрыть все property-based тестами и пришел к выводу, что это невероятно трудозатратно, потому что у тебя, во-первых, тесты получаются очень сложные. То есть тебе нужно генерить вот эти кейсы автоматизированно. Это какое-то безумие, и в итоге код тестов получается сложнее, чем код, который ты тестируешь. В итоге эти тесты начинают ломаться, отдебажить их ты потом уже не можешь, и как-то мне, короче, не зашло для повседневного использования. Кажется, это такая довольно сложная штука. Максим спрашивает, используешь ли ты Visual Studio Code как основной редактор? Да, это вообще лучшее, что случалось со мной со времен коды. Короче, для Mac был какое-то время редактор, кода называется. У него еще иконочка такая с листиком. Вот. И я с него не слезал типа долго. Я пробовал Atom, пробовал что-то еще, Sublime вроде тоже пробовал, мне все не заходило. Я такой сижу, типа, однажды на Атоме, открываю его 10 секунд уже, и такой думаю, не, это так не пойдет. Возвращаюсь обратно в коду. И потом появляется VS Code. Я такой думаю, ну, наверное, опять снова на электроне сделано какое-то, типа, что-то неприличное, тормозящее, но попробовать, наверное, надо, все о нем так говорят. Попробовал и офигел, он оказался быстрее нативной кода, и я такой, так, все, переезжаем сюда. И с тех пор я на нем и сижу. Мне очень нравится у него интеграция с TypeScript, и вот эти все встроенные инструменты рефакторинга, типа экстракт это в
функцию, вот это вот в класс переименуй сквозь весь проект, вот это все, типа интерфейсы такие-то, наводишь, подсвечивается, очень круто. Вот. А еще мне нужно иногда шарить код с Visual Studio, который не код, а типа настоящая Visual Studio, потому что там есть проект с .NET. Вот. И VS Code работает гораздо шустрее студии, понятно. И там есть нормальная поддержка и C# тоже, и .NET, то есть на нем писать можно не только типа, всякие JS и TS, но и в целом нормальные языки, там, тоже поддерживаются хорошо. Да, От блин, расширения зависит, но в целом прикольно, да. обожаю Visual Studio Code. Мне кажется, это без шуток лучшее, что происходило с редакторами кода за последние лет 10. От него еще компьютер не разряжается и не шумит, в отличие от IntelliJ. Да. Остался последний вопрос, и он мне. Я позволю себе сам себе его задать и сам себе на него ответить. Игорь, тебе вопрос. Если ты так и не добиваешь ТДД, часто ли всплывают потом регрессы, которые тесты могли бы предотвратить? Да, это главная проблема, но я супер нетерпеливый чувак, и из-за этого я постоянно пишу код, который потом ломается. И поэтому-то я и пытаюсь заадоптить в своей жизни ТДД, но мне вот в последнее время как-то не хватает терпения на то, чтобы сдержать себя и не написать все сразу. Но Советую после... пострадай. Типа качественно Слушай, пострадай, вот типа, чтобы прям больно было. да, я посмотрел твой воркшоп, этот 5-часовой который, очень Ага. большой. И вот, кажется, после него я теперь готов. Я сейчас начал новый пет-проект, тот, который iOS-приложение, и вот я его пишу по TDD, и пока не сорвался. Ну, пока это прошло типа пару часов, но вот за пару часов не сорвался, может быть, это станет началом какой-то новой жизни моей. Огонь, Вот, огонь. Удачи с адоптингом, потому что это прям да. реально золотая пуля почти. Ну, серебряная, бронзовая. Короче, пуля. Я потом расскажу в Твиттере, получилось ли, или я снова сорвался. Окей, там остались вопросы Visual Studio и JetBrains. Я предлагаю их уже обсудить в чатике, потому что кажется, что у нас очень много будет каких-то мнений на этот счет. Думаю, можно заканчивать. Приходите в чат, если не успели задать какие-то вопросы, задавайте их в чате. Читайте список литературы и вообще всем доброй ночи. Жду завтра вас на следующую сессию про TypeScript. Поговорим о том, как TypeScript тоже может спасти вас от боли и сделать жизнь чуточку приятнее. Пока. Всем пока.